Всем привет! В этом видео я бы хотел поговорить про кэшбэк. Вы, наверное, подумали, сейчас будет затирать какую-то хрень про кэшбэк с интернета, там покупки в интернете, вся фигня, но нет, я бы хотел рассказать про кэшбэк с обычных товаров в обычных магазинах. Что, если я скажу, что сегодня можно получать кэшбэк с огурцов, помидоров, соков, я не знаю, алкоголя, с чипсов, всего что угодно. И все, что для этого понадобится, это обычный смартфон и чек с магазина. Итак, в этом видео я бы хотел рассказать про 3 основных сервиса, которые позволяют получать кэшбэк с обычных покупок. Первое приложение — это Едодил. Он является самым первым приложением, которое позволило получать кэшбэк с обычных покупок, но также самым известным для большинства пользователей. Но есть еще 2 приложения, которые, к сожалению, не очень известны для широкого круга лиц. Это Чек от 2GIS и Чекбэк от ВКонтакте. Давайте перейдем к самим приложениям, я покажу их интерфейс, как они работают, куда можно выводить деньги, за что можно получать кэшбэк. Начнем. Итак, мы на главном экране моего смартфона. Кому интересно, кстати, как я держу вот так телефон, эта штучка называется PopSocket. Я про нее уже снимал видео, она вот будет у вас здесь вот на правом верхнем углу. Перейдем теперь к приложению Едодил. Конкретно про Едодил я хочу рассказать не только про кэшбэк, но и про само приложение, что оно может помимо этого. Итак, первое, что у нас здесь есть, это купоны от компаний-партнеров. Как видим, здесь есть Libera, Озон, Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza. Можно получить какие-то дополнительные скидки. С чего вообще начинался Едодил? Это журналы, где можно получать скидки, то есть журнал от обычных магазинов. Видим здесь Перекресток, Реаль, Семья, Спар, Пятерочка, Магнит, Полушка. Переходите, допустим, в журнал Перекрестка и можете видеть, на какие товары есть скидки. Есть по категориям, что было молочные продукты, рыба, кофе, чай, бакалея. То есть Едодил берет журналы, их оцифровывает и раскидывает по категориям, чтобы вам было конкретно удобно. Отсюда вы можете добавлять товары в список покупок, также посмотреть, где ближайший магазин, какие-то похожие товары, ну и тому подобное. Избранное, где можно добавлять свои магазины, чтобы, допустим, вы закупаетесь только в Пятерочке, либо Перекрестке и быстро находите оттуда скидки. Покупки, где вы можете составлять список покупок, чтобы не забыть, что купить. Ну и теперь переходим к кэшбэку. Итак, как это работает? Нам, чтобы возвращать покупки, нужен всего лишь обычный чек. В чеке нам главное это QR-код. Что вы делаете? Давайте покажу. Мы нажимаем в приложении Едодил на камеру. У нас появляется, наведите камеру на квадратный код внизу чека. Также здесь можно ввести чек вручную. Так, что мы делаем? Мы берем вот так вот QR-код, опс, он отсканировал. Пишет, чек успешно загружен. Мы оповестим о результате, когда проверим чек. Понятно. То есть Едодил берет, проверяет этот QR-код, он видит, какие товары вы покупали в магазине, соответственно, сравнивает это со своей базой, которые у него есть товары-партнеры, и, соответственно, может начислять вам кэшбэк. Сейчас я расскажу про это чуть-чуть поподробнее. По поводу того, какие чеки можно возвращать. Видите, у нас здесь написано, сканируйте вовремя. 24 часа для чеков, которые вы оплатили по карте, и 3 часа для чеков, которые вы оплатили наличкой. То есть, если вы что-то купили утром за наличку, вечером вы уже не сможете отсканировать чек. А если вы купили что-то по карте, то вам дается целый день, 24 часа. Давайте перейдем, покажу, какие у нас есть товары, и они на самом деле подразделяются несколько категорий кэшбэка. Так, смотрим. Допустим, Аква Минерале получите 25% на весь ассортимент, то есть покупаете любой продукт Аква Минерале и получаете 20% кэшбэк. Какой еще есть следующий вид кэшбэков? Как видите, здесь есть 15, 25, 30% за конкретное количество товаров. То есть купили одну штуку соков Я, получили 15% кэшбэк, 3 штуки, то 30%. Также у нас кэшбэки есть накопительные. Сейчас найдем. Вот, купили, допустим, шампунь Pantene за 100 рублей, у вас здесь будет 100 рублей, кэшбэк вы не получите. Но если вы купили уже на 200 рублей, то вы получите 15-рублевый кэшбэк. Получается, у нас есть 3 вида кэшбэков, как я говорил. Одномоментный, то есть покупаете, сразу получаете кэшбэк. Конкретно по штукам, покупаете конкретное количество штук товаров, получаете соответствующий кэшбэк. И накопительный, то есть покупаете товаров на определенную сумму и получаете также соответствующий кэшбэк. Давайте перейдем, какие здесь есть категории. Как видим, есть популярные, что пользуются спросом у пользователей Едодила. Молочные продукты, мясные, соусы, бакалея. Что я хочу сказать по поводу кэшбэков и их вообще конкретного использования. То есть, что я под этим имею в виду. Как я это делаю. То есть, я не смотрю на самом деле, какие товары мне предлагает Едодил для кэшбэка. Потому что на самом деле, то есть, если вы будете смотреть, допустим, на соки Я, кэшбэк, можете посчитать, что да, это выйдет выгоднее, если купить, допустим, сок Я, недобрый и так далее. Но я больше ориентируюсь, допустим, на покупки уже в конкретных магазинах. Я смотрю на цены и вижу, что вот мне выгоднее купить то или другое. Соответственно,
Соответственно, когда я прихожу домой, либо по выходу из магазина, я просто сканирую чек, QR-код, и меня вообще не парят, какие тут есть товары. Потом я уже смотрю чеки. Если вы загружаете чек, то покупки могут быть как засчитаны, так и не засчитаны. То есть вот видите, у меня здесь был, допустим, чек от Перекрестка, 211 рублей. Вы можете посмотреть, что вы покупали, и если товаров, партнеров там нет, то вам просто кэшбэк не зачислится, и все, как бы вы от этого ничего не теряете. То есть вы купили, что вам нужно, но кэшбэк не получили, потому что товаров партнеров там не было. Но если вы что-то купили в магазине, и там были товары партнеры, то, соответственно, вот видим, что любой продукт Splatt, зубная паста, купил на 104 рубля, куплю еще на 40 рублей, 45, мне зачислится кэшбэк. Я что-то покупаю, не парясь о том, что там есть, заношу чек в приложение EDODeal в данном случае, и там, возможно, у меня будет кэшбэк, возможно, не будет. Итак, перейдем ко второму приложению. Это приложение называется Чек, оно от 2GIS. Есть карты такие, 2GIS, очень хорошие оффлайновые карты, и, соответственно, они решили сделать похожий сервис, почему бы нет, если возможности позволяют. Они сделали сервис Чек такой же, как и по работе EDODeal, то есть можно получать кэшбэк. Но оно намного попроще. Здесь уже нет категорий товаров, детальных описаний акций, здесь уже просто есть вот какие-то товары-партнеры, и вы можете за них получать кэшбэк в процентах, либо вот конкретное начисление в рублях. Здесь уже, как видите, товары не очень популярны, то есть какие-то средства сталинковый джет, какие-то хлопья пассим. То есть товары не такие популярные, но есть, допустим, огурцы. Огурцы мы покупаем часто. Я, допустим, уже накупил на 254 рубля и получил свой кэшбэк. В чем прикол? Забыл упомянуть. То есть по одному чеку вы можете пробивать сразу в несколько приложений. То есть нет лимита, что вы пробили в EDODeal, и тем самым вы больше не можете заносить этот чек, приложение чек от 2GIS. Нет, пробиваете его в EDODeal, заходите в чек, нажимаете на камеру, сканируете QR-код, все, и ищем кэшбэк в чеке. Да, можно, кстати, выводить деньги, забыл сказать про EDODeal. EDODeal можно выводить денежки на мобильный телефон, либо на Яндекс.Деньги. Чеки то же самое, можно выводить либо на мобильный телефон, либо на Яндекс кошелек. Так, как видите, если сравнивать EDODeal и чек от 2GIS, EDODeal у нас, так как он был первый, это крупная компания, специализирующая, это их главный бизнес, соответственно, они развивают кэшбэк прям семимильными шагами. Здесь прямо описан весь процесс акции, как получать кэшбэк, где этот товар можно купить, и все такое подробно, то есть все качественно сделано, все описано, все условия акции расписаны. Ну и третий сервис, который я упоминал в начале, это чекбэк от ВКонтакте. Прямо ВКонтакте переходим в менюшку и кликаем на ВК Pay. Заходим в ВК Pay и видим, что у нас первый же баннер чекбэк. Чекбэк вообще появился недавно, и вот когда он появился, я решил записать все-таки видео про кэшбэк с обычных товаров, потому что уже 3 сервиса накопилось. Изначально я хотел записать про EDODeal, потом появился чек от 2GIS, но теперь уже и появился чекбэк от ВКонтакте. Я думаю, ну все, надо точно записывать видео. Итак, переходим в чекбэк и видим, что здесь вообще не густо. ВКонтакте как-то, видимо, экспериментально у них такая функция, пробуют. Видим, что у нас здесь холодные чаи Липтон, яблоки, орехи и фрукты Good Food и сухарики Хрустим. Товары достаточно популярные, то есть известные, особенно яблоки. То есть заходим. Здесь описано, как это все работает. Добавьте чекбэк в избранные сервисы. Вот, в избранные сервисы чекбэк мы его добавили. Выбираем какой-то из товаров. Мне, кстати, немножко непонятно, я не могу сейчас сказать, как это точно работает. Нужно ли сканировать в каждой категории товаров чек отдельно, либо же достаточно, чтобы сканировать чек, и он будет работать со всеми категориями ВКонтакте. Сейчас мы его вот так. Опс, чек на проверке. То есть нужно сканировать каждый чек по отдельности. То есть вот я сканировал Липтон, теперь веду яблоки. Давайте попробуем. Чек на проверке. Ну, как видите, для каждой категории нужно сканировать чек отдельно. Это достаточно неудобно. Не знаю, почему ВКонтакте это не продумали. Смотрим, что здесь вот за яблоки можно получить 30-рублевый кэшбэк. То есть покупаете яблок 20 рублей, одно яблочко купили и получаете 30-рублевый кэшбэк, даже немножко можете навариться. И также видим с чаем Липтон. Покупаете, вот тут уже написано на сумму от 150 рублей и получаете, сколько у нас? 30-рублевый кэшбэк за какую-то позицию из товаров. Итак, давайте подведем итоги. У нас есть 3 приложения. Первое называется EDODeal. Оно самое известное, самое прошаренное. Здесь больше всего товаров, удобная навигация по категориям. Отсканировали чек, проходит какое-то время, его проверяют и говорится, засчитан нам кэшбэк, либо не засчитан. Видите, тут написано обычно занимает до 3 дней проверка. Второе приложение это у нас чек от 2GIS. Оно попроще, здесь товаров поменьше, но также удобно сканируем и надеемся, что у нас выпадет кэшбэк. И третье
Это сервис от ВКонтакте, Checkback. Заходим в него. Скорее всего, нужно будет для каждой категории сканировать каждый раз чек. Это достаточно неудобно. Но если вы точно знаете, что купили яблоки, сканируйте и получаете кэшбэк. В общем, как-то так. Надеюсь, что в данном видео я помог вам узнать о новом способе получения кэшбэка не только с интернет-покупок, но и с обычных продуктовых магазинов. Много средств, конечно же, на этом не выведешь, но если вы регулярно совершаете покупки, то на мобильную связь там за несколько месяцев можно спокойно накопить и не париться. Достаточно приятно. Просто сканируйте чек и получайте кэшбэк, удобно. Для того, чтобы вам не искать приложение, я оставлю ссылочки в описании отдельно для Android и для iOS для скачивания каждого приложения. Надеюсь, вам это будет очень удобно. Если это видео вам понравилось и даже оказалось полезным, можете поставить лайк. Тем самым видео будет активнее продвигаться в сети YouTube. Ну а также, если было интересно и хотите видеть больше подобных роликов, можете подписаться на этот канал. У меня на этом все. Всем удачи, всем пока.